вопроса, вам станет гораздо яснее и понятнее, хороший ли этот человек претендент для того, чтобы быть вашим партнером в бизнесе или нет. Once you know that, you drop them off right where they want to be. И если вы будете знать ответы на эти вопросы, вы тогда можете найти абсолютно тот подход, который нужен к этим людям. The freedom that you will have, knowing that instead of jamming your product down someone's throat, you've got the ability to be their friend first and really expand on what they want out of the business, not what you want out of the business for them. И это знание придаст вам чувство свободы от того, что вам не придется пичкать человека информацией о продукции, о компании, а вы просто сможете открыто выслушать его и понять, каким образом этому человеку ваш предлагаемый вами продукт и бизнес может помочь. In my career, what I do is I never ever try to present my product at the meeting that I'm doing the at. А когда я работаю, я никогда не представляю продукт на первой встрече, когда я только узнаю своего собеседника. The reason is if I am with my product, the very first time I meet somebody, they think I'm trying to sell them something versus being their friend. И причина совершенно ясна, потому что если я появляюсь со своим продуктом на первую встречу, люди сразу же понимают, что я здесь для того, чтобы этот продукт им продать, а не для того, чтобы стать их другом, в чем заключается моя изначальная цель. So my job every day is to interview at least 2 people and 3-way one with my partner or my upline. И моя каждодневная цель – это проинтервьюировать 2 новых людей и сделать звонок или с моим аплайном, или уже с существующими моими партнерами. И обычно мы это делаем втроем. То есть я подключаю сразу 2 человек к разговору. And the reason that works so well is at the end of a month, I've got between 40 and 60 really good prospects with a database built on each one of those people. И почему это так хорошо работает? Да потому что к концу месяца у меня накапливается от 40 до 60 потенциальных партнеров и клиентов, и на каждого из них у меня собраны данные. What that gives me is the ability to not be so desperate with people, because in any network marketing business, you don't need thousands of leaders to build a big business. You need thousands of customers, but only a few leaders. И это дает мне возможность полностью исключить фактор отчаяния, что я не от отчаяния набираю людей, потому что я знаю, что они все выпадут из моей организации в какой-то момент. И я знаю, что мне надо иметь в организации какое-то количество лидеров, но на самом деле мой успех зависит не только от лидеров, а и от простых клиентов и покупателей. So this gives you the ability to sort people. So when you've got your list of at least 50 leaders and you're just wanting that one person to be the perfect person in your business, you've got 50 to choose from instead of just that one that you have to have or it might make you quit. И таким образом вы можете сортировать из этого списка выбранных вами людей. Например, у вас есть
50 лидеров, из которых вы можете выбирать тех, с кем вы хотите работать и строить свой бизнес, вместо того единственного, которого вы привлекли и от которого будет зависеть успех или не успех, неудача вашей организации. You are their friend when they're ready to be served, instead of you chasing them. И таким образом вы будете знать, когда подходящий момент для того, чтобы услужить этим людям тем, что вы можете им предложить, вместо того, чтобы бегать за ними и уговаривать их. I can't tell you how many people call me after 3 or 4 years that I interviewed them, and they call me back on the phone and they say they wanted to join me 3 and 4 years later because I didn't run them off. Я не могу передать вам, какое огромное количество людей звонит мне иногда даже по истечении 3-4 лет после моего изначального интервью с ними. Они до сих пор помнят меня и благодарны мне за то, что я не засыпал их информацией и продукцией, не пытался их уломать, вступить в партнерские отношения, в мой бизнес со мной. И мне это очень приятно, что по истечении 3-4 лет они говорят, что хотят стать моими бизнес-партнерами. You have got to become their friend first. Вы должны сначала подружиться, стать друзьями. And continue to build that friendship as you enroll them into your business. И продолжать укреплять эту дружбу до того момента, как вы их привлечете в свой бизнес, и после этого. The notes I took on John Fogg the day I met him are still the notes I use today to inspire him. То, что я законспектировал в день нашей самой первой встречи и нашего разговора с Джоном Милтоном Фогом, я до сих пор использую все те моменты, которые я от него узнал, и я использую это для своего собственного вдохновения и для вдохновения других. John is still in my notes in my phone today. Вы видите, что Джон и то, о чем мы говорили, он до сих пор, вот у меня здесь записан наш разговор, до сего дня на телефоне. Он рассказал мне о своей жене Катюше, о сыне Джонни, о дочери Рэйчел, his two beautiful, beautiful children, his two beautiful daughters with Katusha. О своих 2 дочках, которые у них родились с Катюшей. Ella and Anais. And I know all those things about John and Katusha. Я знаю все эти вещи про Джона и Катюшу. Все они записаны у меня на телефоне. I know they love music. I know they love great restaurants. I know that Katusha loves Zumba. Я знаю, что они любят музыку, что они любят хорошие рестораны, и что Катюша любит зумбу. And when I speak to John, I know that's those 5 people. И когда я с Джоном разговариваю, я знаю, что эти 5 людей, 5 человек are the most important things in the world to him, so they have to be the most important things in the world for me to inspire and motivate him. Что эти 5 человек, его жена и 4 детей, являются самым ценным для Джона в его жизни. И эта информация важна для меня, потому что я знаю, что для меня
в отношении Джона эти 5 человек должны являться такими же ценными, какими они являются для него. So I know John loves Mercedes-Benz and motorcycles. Я знаю, например, что Джон любит Мерседесы и мотоциклы. So I will take a picture of a beautiful motorcycle or a beautiful Mercedes-Benz, and I will sign it and send it to John and say, I am in your dream with you, let's go. Я могу, используя эту информацию, найти очень красивую фотографию или шикарного мотоцикла, или новейшего Мерседеса, и послать эту фотографию ему с надписью «Я хочу участвовать в твоей мечте, давай вместе ее осуществим». So every day, as a leader, I call my, and I don't boss them around. I remind them of what their dreams are. Итак, моя каждодневная работа заключается в том, чтобы связываться со своими лидерами в своей организации, и не для того, чтобы строить их, чтобы говорить им, что делать, а только лишь для того, чтобы напоминать им о том, что является их мечтой, что для них важно. So all of that stuff, all of that leadership information comes from that copy shop interview, which is the most important part. Итак, вот эта вот вся информация, о которой я говорил, все это происходит и собирается во время вот этого разговора за неформальной чашкой кофе, о которой я вам говорил. I use John Fogg's interview literally 5 years later, the same way I used it the day I did it. Я в буквальном смысле использую вот это интервью, которое я провел с Джоном Милтоном Фогом 5 лет назад, по сей день, фактически ничего не меняя. So I have to do exactly what I'm asking my leaders to do every day. So I, Tom Sheno, have to interview too. Итак, я делаю сам то, чего я прошу от своих лидеров своей организации. Я разговариваю, провожу интервью с 2 новыми людьми. Now my leaders are my partners, they're my friends, and they're my extended family members. А теперь все мои лидеры, которых я привлек в свою организацию, они мои деловые партнеры, они мои друзья, и они члены моей большой семьи. Я их принял в семью. So my job is to exhibit right behaviors every day so they exhibit right behaviors for their leaders. И моя задача заключается в том, чтобы вести себя таким образом и показывать пример своим лидерам, чтобы они могли делать то же самое и вдохновлять тех людей, которых привлекают в бизнес они. I am halfway across the world. I'm in Australia and I live in the United States. Я сейчас нахожусь за 3-9 земель на другом конце света, в Австралии, а живу я сам в Америке. But I brought my multi-level marketing books with me on the road. Но я привез с собой книжки о сетевом маркетинге. So I can stay ahead of my team, lead my team, and show them I'm doing what I asked them to do. Для того, чтобы подтвердить, что я веду свою команду таким образом, как я хочу, чтобы они вели свои команды. My recommendation to all of you is to do just that. Be who you want your organization to be. Я рекомендую вам
следующее. Я хочу, чтобы вы были такими, какими вы хотите видеть людей в своей организации. So here, let's recap what I said because it's important. Так, давайте сейчас быстренько резюмируем то, о чем я вам сейчас говорил, поскольку это очень важно. Your job every day is to interview 2 and 3-way 1 person with your upline. And then every day you've got to call your leaders and love on them before the competition calls them and starts loving on them. Итак, ваша ежедневная задача – провести интервью с 2 новыми людьми, сделать как минимум 1 звонок с вашим аплайном и еще каким-либо из дистрибьюторов, и связаться как минимум с 2 лидерами, но лучше, конечно, и больше, и вылить на них столько любви, чтобы они ее прочувствовали, чтобы не получилось, чтобы какой-то другой человек из другой компании пришел к ним и любил их больше, чем это делаете вы. So the 2 things that most of you and most networkers are the most afraid of are. 2 вещи, которых боитесь, скорее всего, вы, и которых боятся большинство сетевиков в мире. Number 1, walking up to people and figuring out what to say. And number 2, первое, подойти к человеку и пытаться разобраться, о чем с ним заговорить, что ему сказать. So on the what to say, you don't say anything. You don't have to say anything because all you're doing is asking questions from your heart. И по этому пункту на самом деле ничего предпринимать не надо сложного. Вы не должны задумываться о том, что говорить людям. Вы должны просто задавать вопросы, идущие из вашего сердца. On your follow-up conversation, it's easy to follow up because you're basically showing them with your follow-up how they are going to achieve the dreams they told you they had. А во втором пункте, это следующий этап вашего разговора, вы должны просто показать этим людям и подтвердить, что достижение их мечты возможно, и напомнить им о том, что у них есть мечта, о которой вы узнали в вашей изначальной беседе. Instead of becoming this silly sign-up game, it is an enrollment of leaders conversation. Вместо того, чтобы заниматься игрой «Кто больше подпишет», вы должны сфокусироваться на том, чтобы вести беседы, которые привлекут лидеров в вашу организацию, которые сделают из людей лидеров. That is very, very important because you realize that the relationship starts enrollment instead of ends at the moment they sign up. Вы должны понимать, что это очень-очень-очень важно, поскольку ваше самое начало ваших взаимоотношений с этим человеком только начнутся, когда вы подпишете его в свою организацию, а не так, как многие думают, что все, я его подписал, и можно наши отношения с ним фактически прервать, с этим человеком, только что подписанным. The internet is wonderful, and social media is wonderful if you use it for that, but it is not relationship, it is not true communication. Интернет, конечно, это здорово, и соцсети это прекрасно, и если использовать все это с умом, то от этого можно получить большую выгоду. Но все-таки это не отношения с глазу на глаз, это не теплота общения друг с другом. Human beings need to be talked to, they need to be related to, and they needed to be loved. And the person who loves the most wins.
Людям нужны взаимоотношения близкие и теплые. Они должны знать, что кому-то их жизнь и то, что они делают, интересно. Они должны постоянно ощущать себя любимыми. И тот, кто любит людей больше всех, выигрывает в этой игре. When you start thinking from there, your life gets vastly better because you're not chasing people anymore, you're attracting people. И когда вы начинаете использовать именно этот подход к жизни, вы вдруг обнаруживаете, что люди сами тянутся к вам, вместо того, что вы бегаете за ними и уговариваете их. So what you want to do is you want to be so authentic with people that they feel they can trust you and tell you about their life. Что вы должны быть настолько искренними с людьми, чтобы им хотелось, им было приятно поделиться с вами своими сокровенными желаниями и мечтами. When you can start doing that, people are going to feel that you aren't desperate, that you care about them more than almost anything else, and they're going to join you for life instead of just buy a product from you to get rid of you. Если люди будут чувствовать эту искреннюю вашу заинтересованность в них, они с удовольствием будут общаться с вами и с удовольствием станут вашими партнерами на всю жизнь, потому что они будут ощущать, что вам действительно эти люди интересны больше всего на свете. И вместо того, чтобы уговаривать их от отчаяния, чтобы они вступили в вашу организацию, они будут вашими друзьями и партнерами на всю жизнь, вместо того, чтобы просто купить продукт, чтобы от вас отвязаться. So, in a nutshell, every conversation I have, I try to remember these things. Итак, вкратце, в каждом разговоре, который я провожу с людьми, я пытаюсь сконцентрироваться и запомнить вот эти вот 7 вещей о людях. Number one, I am not the center of the universe. Other people are. И первым пунктом в моем списке, который я использую в разговоре с людьми, это не я являюсь центром Вселенной, а мой собеседник является центром Вселенной для меня сейчас. Number two, I came to realize that paying attention to other people's lives is the secret to success. Вторым пунктом у меня стоит то, что успех заключается в интересе к жизням других людей. Number three, I understood that in conversation, it's far better to be interested than interesting. Третий пункт. В беседе я понял важность того, что гораздо более важно быть заинтересованным, чем интересным. Number four, made a commitment to log into my phone the notes of literally every conversation I have with anybody. Номер 4 в моем списке. Занести информацию о любом человеке, с которым я поговорил. Number five, I made a conscious decision to move my emphasis from what's in it for me into what's in it for them. Пятое. Перенести акцент с того, что я могу получить от наших отношений, нашего разговора, на то, что человек, с которым я разговариваю, может получить от разговора со мной. Number six, I realized the more I contribute to the lives of others, the more that will be given to me. Шестое, то, что я понял, чем больше я могу дать другому человеку,
тем больше я получу взамен от жизни. And number 7, made a vow that in every meaningful interaction I have with another human being, they're going to leave feeling better about themselves than they did when they got there. И 7. Я даю себе слово, что после нашей беседы этот человек будет чувствовать себя гораздо лучше, чем он чувствовал себя перед тем, как встретился и поговорил со мной. So, God has an amazing sense of humor. У Господа очень интересное и замечательное чувство юмора. He put me in absolutely the 2 toughest businesses on the planet. Так случилось, что по его воле я оказался задействованным в 2 наиболее сложных бизнесах в мире, какие только возможны. One is Alcoholics Anonymous, and the other one is multi-level marketing. И первое дело, которым я занимаюсь, это сотрудничество с обществом анонимных алкоголиков, и второе – это сетевой маркетинг. They are literally identical businesses. И вы не поверите, но они фактически идентичны, эти 2 бизнеса, эти 2 дела. If any of you have ever tried to get someone who drinks too much to stop drinking, they won't do it until it's their idea, no matter what the evidence. Если вам хоть когда-либо встречалось пытаться отговорить пьющего человека не пить, то вы поймете, о чем я говорю, потому что они перестанут выпивать и только на своих условиях, когда они поймут важность этого для себя. Сколько бы вы им об этом не говорили, сколько бы вы им о вреде алкоголизма не объясняли, они перестанут только когда почувствуют, что момент настал. And then, all of a sudden, when they do quit drinking, it's their idea, and they're off to the races. И тогда, когда это осознание к ним приходит, они перестают употреблять алкоголь, но это абсолютно их желание и их решение. And if you look at a multi-level marketer, no one, even with all the evidence on the planet, can be talked into doing MLM by you. It has to be when they decided it was for them. И если вы посмотрите на сетевика и на его потенциального дистрибьютора, вы увидите, аналогичный процесс происходит. Вы не можете, несмотря на все факты, на всю пользу продукции, которую вы расписываете потенциальному дистрибьютору, уговорить его вступить в ваш бизнес, пока он сам не примет об этом решение. To stop drinking, they have to go to AA meetings and find a sponsor. To make it in multi-level marketing, they need to go to the meetings and find a sponsor. В ассоциации анонимных алкоголиков для того, чтобы человеку перестать пить, он должен пойти навстречу и найти себе спонсора. То же самое в сетевом маркетинге. Для того, чтобы вступить в MLM-бизнес, человек должен пойти навстречу, и человек должен обзавестись спонсором. I haven't had a drink in 28 years, and I still do my life every day the same way I did it when I first quit drinking. Я не пью уже 28 лет, и каждый день, к каждому дню своей жизни я подхожу именно так, как в тот самый первый день, когда я принял решение больше не употреблять алкоголь. I need to do exactly the same thing in my multi-level marketing business. I need to remember the fundamentals, and I need to teach the fundamentals
every day like it was my first day. И то же самое происходит и с моим сетевым бизнесом. Каждый день я должен помнить об основных заповедях, об основных вещах, важных для меня. И я должен обучать этому других. It becomes so simple when you do that because you're following a proven system and you're doing it over and over and over again every day the same way. Все настолько упрощается при этом процессе, потому что вы каждый Божий день делаете одно и то же, простое действие. So I get up every day and I follow my system to stay sober, and I follow the same system to build a huge network marketing organization. Итак, я встаю каждое утро, и я совершаю одни и те же действия для того, чтобы оставаться трезвым и для того, чтобы растить свою огромную организацию в сетевом маркетинге. And inside of that, I realize I am doing extremely important work, and I'm literally saving the world. И мое ощущение такое, что совершая эти действия и в отношении трезвости, и в отношении сетевого маркетинга, я делаю очень-очень важное дело. Я меняю весь мир к лучшему. So for me, it's become a life of unceasing contribution that I've ended up with many material things, but it was because of my stand for other human beings. И для меня это действительно необыкновенно важно. Конечно, я обзавелся очень многими материальными благами благодаря своему успеху, но все это произросло из от моей отдачи и от того, как я люблю людей. I urge all of you to find something that is so much bigger than you, to make a stand for, whereby you can work every day for the greater good, and you will never be bored, and you will have riches beyond measure. Я хочу, чтобы все вы задумались о том, что больше вас, какую-то большую, глобальную, может быть, даже цель для себя поставить. Что вы можете сделать, чтобы изменить мир к лучшему, чтобы каждый раз, вставая утром с постели, это двигало вас и помогало вам расти. The longer you're in this business, and the more successful you are, the less important the material gets, and the more important the realizing that you are leaving a legacy gets. Чем дольше вы в этом бизнесе, чем успешнее вы становитесь в этом бизнесе, тем быстрее вы понимаете, насколько материальное становится второстепенным, насколько важнее более серьезные вещи в вашей жизни, которые к материальному не имеют никакого отношения. And underneath all of that is the coffee shop interview and those 7 steps that I use every day of my life, which I will send all of you for being on this webinar. И под всем тем огромным успехом, которого я добился, основой этого всего являются вот эти мои интервью за чашкой кофе и 7 пунктов, по которым я живу, которые я вам незадолго до этого упомяну. И я обещаю, что каждый из вас получит в подарок за то, что они пришли и поучаствовали в этой презентации, небольшую брошюру о этих 7 пунктах. That interview and those steps are going to be your catalyst to owning and living the life you want and you can love. И эти 7 пунктов, и то, как я веду
интервью за чашкой кофе, они станут катализатором, который поможет вам прийти к успеху в вашем бизнесе гораздо быстрее. That hard work that you used to not want to do will still be hard work, but instead it's going to be fun and fulfilling. I promise you. И я обещаю вам, что эта тяжелая работа, которую вы все время боялись сделать, она все еще останется перед вами. Ее все-таки надо будет делать, но она уже не будет такой страшной и скучной. Вы увидите, что делать эту работу вам станет легче и интересней. What I've done is I have created the perfect day for me, where every minute in every day I am doing something that I enjoy because I invented it that way. И к чему я пришел, что каждый день я делаю то, что я люблю, то, что мне нравится, и это создание рук моих. Я сам это сделал для себя. I walk 7 miles every morning with my phone to keep myself off of Facebook, social media, and talking to the people I need to talk to. Я каждое утро отправляюсь на долгую прогулку с телефоном в руках. Я прохожу 7 миль каждый день. И моя задача, это каждое утро, заключается в том, чтобы не сидеть у компьютера, не сидеть в Фейсбуке, а шагая эти 7 миль, я постоянно разговариваю с людьми по телефону, которые важны для меня, с моими друзьями, с моими лидерами. I built that routine because I'm 65 years old. I want to stay alive. It forces me to call my leaders and follow up on the people I've previously interviewed. Я создал для себя эту рутину, поскольку мне 65 лет. Я хочу жить подольше. Я хочу быть в контакте со своими лидерами. И я хочу продолжать развивать отношения с теми людьми, с которыми я их только что завязал. By the time I get home from my walk, I've done all that work that everybody else never has time to get done because they put their life ahead of it. So therefore they don't follow up and they don't call their leaders. Таким образом, к тому моменту, как я возвращаюсь с своей прогулки, вся эта тяжкая работа, вторичные звонки, разговоры с лидерами, она уже закончена. В то время как другие люди отодвигают эти важные пункты построения бизнеса на потом и дают жизни вмешаться в их рутину для того, чтобы они не смогли осуществить эти простые действия. So I built a bulletproof system to do what no one else loves to do. Follow up, call leaders, and put the data in my phone. And as I walk every day, I can do all 3 of those and still love my life and my day. Я, установив вот эту прогулку, устроив эту прогулку таким образом, что я могу дозваниваться людям и продолжать начатые с ними разговоры, что я могу беседовать со своими лидерами, что я могу заносить данные в свой телефон о тех, с кем я поговорил, и не делать из этого проблему, продолжать любить свою жизнь и продолжать любить свой рабочий день. You might not want to walk 7 miles a day. You might not want to do what I do. I'm not telling you to do what I do. I'm telling you to love to do what you do to have the best day. Что я вам говорю? Это не то, что вам следует делать то, что делаю я. Вам может совсем не нравиться ходить 7 миль туда-сюда, гулять каждый день.
Вы должны просто найти способ, как делать то, что вам необходимо сделать, и получить от этого удовольствие. Yesterday here in Australia, I even walked 11 miles. А вчера здесь, в Австралии, я прошел целых 11 миль, а не 7. I was with my leaders, and instead of just sitting in a restaurant, I said to my leaders, let's go for a walk. And as we walked, we talked, and we bonded. И вместо того, чтобы сидеть в ресторане, я сказал своим лидерам, а давайте-ка мы отправимся на прогулку. И все это время, что мы шли вместе, мы разговаривали, и наши отношения становились ближе и ближе с каждым шагом. As you heard from John Fogg in the introduction, relationships are everything, and deeper relationships are even bigger. Как вы слышали в том, что сказал Джон, представляя меня, что отношения, взаимоотношения между людьми – это самое наиважнейшее в этом бизнесе. Но чем глубже отношения, тем они сильнее, и тем сильнее их влияние на ваш бизнес. And as you look at the most successful people that you see out there, every one of those people, their success is in their great relationships. Если вы взглянете на самых успешных людей, окружающих вас, вы увидите, что их успех заключается именно во взаимоотношениях, которые они построили с другими людьми. So, I am not minimizing the fact that you need to become a professional network marketer and use these skills as a professional network marketer every day. Я не уменьшаю важность того, чтобы стать профессиональным сетевиком, вам надо совершать определенные действия, о которых я говорил. Это очень важно, и вы должны их совершать ежедневно. The one-on-one meetings, the home meetings, the three-way calls, the weekly meetings. Встречи лицом к лицу, это сборы на дому, это встречи с вашей компанией, встречи с вашими лидерами, телефонные звонки. Все это очень важно, и это необходимо делать. The weekly meetings, the monthly trainings, and the annual conventions are imperative foundational building blocks you have to put in. И, конечно, это все относится и к еженедельным встречам вашей организации, и ежемесячным встречам с вашими лидерами, ну и, конечно же, ежегодные конвенции. Это необходимо для профессионализма в сетевом маркетинге. You have to follow and put everybody in to literally the same system to success, so people are following a plan. Что вам необходимо сделать? Вам надо создать план, которому люди, которых вы привлекаете в бизнес, с которыми вы работаете, могли бы следовать. And then, after you've got that foundation in place, you let your great relationships take over. И после того, как этот фундамент будет заложен, вы должны дать построенным вами взаимоотношениям взять верх над всем. Once you've got that, you will find that everybody that you meet belongs somewhere in your business. И если это произойдет, вы увидите, что каждый человек, с которым вы встречаетесь, может стать частью вашего бизнеса. They belong where they want to be in your business. They might be a product user or they might be a business builder, but they do belong.
И вы увидите, что для каждого человека найдется место в вашей организации. Может быть, кто-то из них в свое время просто станет использовать продукт или продукты, а может быть, кто-то станет серьезным строителем бизнеса наряду с вами. You've got to let them understand that no matter what, they belong and you love them just the way they are. И вы должны дать им понять, что несмотря ни на что, вы любите их. И несмотря на то, какое место в вашем бизнесе они занимают, они важны. И вы их любите за это. At that moment, you can let them know that they don't need to fit in. They just need to belong. And when they don't need to fit in, they can start becoming their best self instead of somebody else. И когда вы дадите им понять, что им не надо стать кем-то для того, чтобы быть важной частью вашей организации, когда вы дадите этим людям понять, что просто их присутствие здесь очень важно для вас, вы увидите, как они начнут открываться, как они начнут расти прямо у вас на глазах. So you don't want to be a Tom Sheno. You don't want to be a Katusha Fogg. You don't want to be an Alec. You want to become your best you. So you don't have to fit in because you already belong. И вам не надо быть Томом Шено, вам не надо быть Катюшей Фог, вам не надо быть Олегом. Вы должны быть самими собой, но самыми лучшими, какими вы только можете быть. Вам надо просто почувствовать, что вы принадлежите и имеете достойное место среди всех нас. Вам не надо становиться какими-то другими для того, чтобы любимыми и оцененными. When you are being your best authentic self and doing the coffee shop interview, people will love you, not run from you. И когда вы будете самым лучшим, каким вы только можете быть, и во время ваших интервью за чашкой кофе вы будете искренне беседовать с людьми, люди будут тянуться к вам, а не бежать от вас. You will no longer have that desperation or fear behind your eyes. У вас уже не будет в глазах отчаяния и страха. You won't have to have all that information you're so desperately trying to learn because you don't need it, because you're leading with your heart. Вам не надо будет паниковать о том, что вы еще не всю информацию о продукции, о компании знаете, потому что вы будете вести беседу, и вы будете лидером, основываясь на том, что исходит из вашего сердца. And you will win every time because everybody else is trying to do it with smoke and mirrors, and you're doing it with your heart and love. И каждый раз вы окажетесь в выигрыше, потому что другие люди будут пытаться завлечь народ в свою организацию всеми правдами и неправдами, а вы будете разговаривать с людьми, основываясь на искренности вашего сердца. Wouldn't it be great to not be afraid to prospect your friends, family, and relatives? Правда, было бы здорово, если бы вы не боялись заводить разговор о своем бизнесе с друзьями, знакомыми и родственниками. Because you truly and authentically know you are going somewhere and you want to take them with you because you love them. Потому что вы бы подходили к вашим разговорам с другой точки. Вы бы подходили к этим разговорам с тем знанием, что вы идете по замечательному и интересному пути, и вы бы хотели взять их с собой в дорогу, потому что вы их очень сильно любите.
That's what this copy shop interview I'm going to send to all of you is going to do for you if you will truly master it. И вот как раз тот материал по интервью за чашкой кофе, который я пошлю вам после нашей презентации здесь, оно как раз вас и научит, как вести беседы таким образом. The first person that you have to really interview, like no kidding interview, is yourself. И первый человек, которого вам придется проинтервьюировать, и без шуток проинтервьюировать очень-очень-очень серьезно, это вы сами. And when you do that, you're going to get to exactly why you're doing your business and for what reason. And if you don't have that big reason, you're also going to know that. И когда это интервью ваше с вами состоится, вы поймете, почему вы в этом бизнесе, что привлекло вас в этот бизнес. Вы увидите большую картину того, для чего вы пришли сюда. Ну и если у вас нет ответов на эти вопросы, тогда вы это тоже увидите. I usually have my people upline me, interview me, interview my wife, interview my upline to practice the interview. And also it lets my prospects understand exactly what my strengths are, what my weaknesses are. So when they call me for something, I can serve them with my best self. И я даю себе возможность узнать больше о людях. Я даже иногда разрешаю тем, кого я привлекаю в бизнес и тренирую, интервьюировать меня и мой аплайн, и мою жену, чтобы они больше узнали обо мне, и в следующий раз, когда они обратятся ко мне за помощью, они знали мои сильные стороны и знали конкретно, чем я могу им в какой-то определенной ситуации помочь. I know all of this is very different for you, and it's not that numbers game that is trained by most network marketing professionals. Я знаю, что, может быть, многое из того, что я здесь вам рассказал, звучит иначе, чем то, чему учили вас люди, которые обычно концентрируются на том, чтобы привлекать огромное количество народу и просто смотреть, кто из них зацепится. I developed this because I was sick of looking at everybody I met like a prospect. Я разработал эту, потому что меня уже просто тошнило от того, что я стал проживать свою жизнь, глядя на каждого человека в моей жизни как на потенциального клиента или дистрибьютора. Now I look at every human being I meet as someone I can make a contribution to, and it's my job to figure out how to serve them the best. Теперь же, каждый раз, когда я встречаюсь с любым человеком, я думаю о том, как я могу к лучшему изменить их жизнь, как я могу им помочь. I am always trying to be a friend first, and therefore I have many, many friends. People don't run when I walk in the room. И я всегда задаюсь целью сначала стать хорошим другом этому человеку. И поверьте, у меня теперь очень-очень много друзей по всему миру. И люди не убегают от меня только потому, что я вхожу в комнату. The four things that all of you hate to hear the most are. 4 вещи, которые, я думаю, все вы терпеть не можете слышать. Это Is this a следующее. pyramid scheme? Это пирамида. I don't have the money. У меня денег нет. I don't have the time. У меня нет времени. How much money are you making? А сколько денег ты зарабатываешь?
The truth of the matter is, all those statements were lies by the person across the table who were just trying to get rid of you. Правда заключается в том, что все эти вопросы, все эти опасения, это все ложь. Это просто люди используют для того, чтобы отделаться от вас поскорее. You had gone out of the interview and into the presentation too quickly, and they can't figure out how to get you to leave. Это значит, что вы слишком быстро перешли от интервью к презентации, и теперь вы находитесь в той точке разговора, когда ваш собеседник просто не знает уже, каким образом от вас избавиться. So the minute they say that to you, instead of defending it like every other trainer tells you to do, И когда в разговоре вдруг возникает одна из этих 4 причин, не начинайте оправдываться, как, может быть, вас тому учили другие мотиваторы. your job is to reset and say, tell me about Anna, your daughter. Tell me about Anais, your daughter. Tell me about Rachel. Tell me about your son Johnny. What you want to do is get out of there. Когда это происходит, и вы уже зашли слишком далеко, вам надо срочно переключить разговор. Вам надо опять перевести его в персональное, в личное русло. Начните спрашивать своего собеседника о чем-то личном. Например, расскажи мне о своей дочери Анаис, расскажи мне о своей дочери Рэйчел или о сыне Джонни. Вы должны как можно быстро уйти из этого неприятного места в разговоре. You go back to love the most and get away from your presentation and do not go back into your presentation that day, no matter what. Вам надо срочно вернуться к тому, что ваш собеседник любит. Переключить его внимание на вещи, важные для него. И больше уже в этот день к презентации ни в коем случае не возвращаться. You've already lost them. And the only chance you've got of getting them back is to going back to their heart instead of your head and your agenda, saving the friendship for another day, and going home. That's the truth, I promise you. Вы уже на данный момент в разговоре их потеряли. Поэтому не пытайтесь что-то выдумать у себя из головы и строить разговор на рациональном. Вернитесь обратно к тому, что идет из сердца. И постарайтесь сохранить дружбу, которую вы только что завязали с этим человеком. Это гораздо важнее, чем закончить свою презентацию сегодня с ними. So you're using the coffee shop interview. You're resetting to the coffee shop interview. You're getting out of your presentation just because you didn't do bad. You just did it too soon and they weren't ready to hear it. So rather than blowing it forever, once they give you that clue, you get home, you go home. Вместо того, чтобы навсегда потерять этого человека, быстро переориентируйте, вернитесь к интервью за чашкой кофе. Вы должны обратно восстановить ваши отношения с этим человеком. Свою презентацию вы закончите в какой-то другой момент. Сейчас не презентация важна, а важно то, что ваши отношения с этим человеком останутся дружескими. Then you wait a couple weeks and you ask them about their children. You ask them about their health. You ask them about their money. You ask them about the problems they told you they had the first time you talked to them and did the interview. Потом, по истечении 2 недель, вернитесь к разговору с этим человеком. И опять же, начните сначала говорить с ними о чем-то важном. Спросите о детях, о здоровье. Может быть, после этого перейдите к деньгам и о какой-то проблеме,
и к разговору о какой-то проблеме, о которой упомянул человек в вашем изначальном интервью с ним? Most times now, after all these years in the business, I don't even know when I'm recruiting anybody anymore because it's all friendships, it's all interviews, it's all what's in it for them, and I just show up. Я уже на самом деле теперь не знаю, когда мои разговоры являются попытками рекрутировать кого-то. Сейчас все беседы, которые я провожу, это все интервью. Я узнаю о людях, я стараюсь с ними подружиться, я просто прихожу побеседовать с ними. И это стало для меня самым важным. I was in Russia just a few months ago. Я был в России несколько месяцев назад. It was one of the great trips of my life. Это была одна из самых невероятных и замечательных, лучших поездок в моей жизни. It showed me that we are far more alike than I ever thought we all were. Эта поездка показала мне, что мы друг на друга гораздо более похожи, чем я когда-либо об этом задумывался или предполагал. And I realized I had much work to do helping the people there as much as you have work to do helping us people here, because we need to build a planet of harmony. Я понял, что у нас очень много работы, у вас и у нас, что я должен помочь наряду с другими людьми отсюда из Америки, вам, тем, что знаю, и вы должны помочь нам, американцам, тем, что знаете вы, чтобы создать красивый и гармоничный мир. You single-handedly can change your community, your state, your country, and the world. Каждый из вас в одиночку может изменить жизнь своего сообщества, своего города, даже своей страны. That's what I truly believe I'm on this planet for. Я в это верю, и я знаю, и я думаю, что каждый из нас для этого на нашу планету пришел. And I believe that's what you're on this planet for, and it's my job to train and develop leaders that are making a difference with their heart, not their head. И моя основная задача заключается в том, чтобы вырастить лидеров, которые будут менять жизнь и мир вокруг них к лучшему, ведя делаю из сердца. Because we develop that culture of paying it forward, there is nothing that's going to be able to stop this movement on this planet. И каждый из нас будет подходить к тому, что мы делаем, что мы сначала даем что-то, прежде чем что-то взять. Все это возможно. Можно изменить мир к лучшему. And it starts with this coffee shop interview that I'm going to send you and those 7 steps of contribution. И вы можете начать этот процесс из моей техники интервью за чашкой кофе и 7 моих шагов, которые я в этой презентации упоминал, по которым я живу. As we train you to get better at this, you are going to find that your business becomes fun and it becomes effective. И вы увидите, что, используя эти техники, всего лишь эти 2 техники, вы увидите, что ваш бизнес и построение его, и поддержание его будет гораздо более интересным и веселым процессом, чем сейчас.
и будет это вам делать гораздо легче. People will want to start hanging around with you because they finally feel loved and heard. И люди захотят проводить с вами больше времени, потому что они будут чувствовать, что они любимы, что вы их слышите. For the first time, though they don't fit in, they know they belong, and therefore they're going to stay with you for life. Может быть, первый раз в своей жизни, хоть они и не такие, как вы, но им с вами хорошо, и они чувствуют свою принадлежность к вашему кругу, и они захотят остаться с вами на всю жизнь. What's so awesome about all of this is that I am living proof that this plan, this system, this concept works. И что самое потрясающее из всего этого, я живое подтверждение тому, что все то, о чем я вам здесь сегодня говорил, работает. As you integrate the coffee shop interview and that philosophy into your daily life, not only will your multi-level marketing business get better, all of your relationships will get better. И если вы внедрите то, о чем мы здесь с вами говорили в вашу жизнь, то не только ваша организация, ваш бизнес станут гораздо более приятными и лучшими. Вы увидите, насколько улучшатся все до одного взаимоотношения в вашей жизни. You'll be able to look back on this day in a year and realize that this shift was what it took for you to take your business to the next level. Через год вы оглянетесь и увидите, что то, что произошло сегодня, вот это маленькое переключение, которое вы совершили в том, как вы ведете свой бизнес, изменило вашу жизнь невероятным образом. So while the interview is free, I want you to understand that it might be the most important thing you ever do in your MLM career because it is the catalyst to open the door to you finding, developing, and keeping those leaders you've been spending all this time looking for. И это маленькое интервью за чашкой чая может оказаться самым важным из всего, что вы узнали о построении сетевого бизнеса, потому что это интервью может явиться катализатором открытия дверей к тому, чтобы найти, отсортировать и сохранить лидеров, которые изменят вашу организацию и увеличат ее. I cannot tell you thank you enough for letting me be part of this entirely wonderful series that Alec and the rest of the crew are doing. It is absolutely awesome. Я не могу даже выразить словами, насколько я благодарен Олегу и его компании и всем вам, что вы дали мне возможность выступить перед вами и быть частью этого невероятного мероприятия, которое Олег, команда организовали для всех нас. Okay, thank you very, very much for letting me be a part of this. Спасибо еще раз большое за то, что дали мне возможность. Tom? Yes. Is it okay to answer some questions? Sure. For you? Okay. That's what I want to do. How'd that go? Very well, I think. If you can see in the chat, people are responding with a lot of exclamation marks. Yeah. And are saying thank you, thank you, thank you. Do you see it? Oh, that's so wonderful.
Лена, есть ли у нас время на вопросы? Можете задавать вопросы, участники семинара, и я переведу Тому и ваш вопрос, и его ответ. I found one question for you, Tom. Are there any people that you do not work with? Oh, okay. Can I answer it? Yeah, hold on for a second, let me translate it. Вопрос, с какими людьми вы не работаете? Есть ли такие люди? Том сказал, что такие люди есть. Okay, go ahead. That is the beauty of the coffee shop interview. В этом заключается вся прелесть моих интервью за чашкой кофе. You figure out the people you want to work with, and you don't have to work with the people you don't want to work with. Вы сортируете людей, вы сразу видите, хотите ли вы в дальнейшем работать с этим человеком или не хотите, не иметь с ним ничего общего. You get to control that instead of them controlling you and having to work around miserable people. И вы делаете этот, вы абсолютно не хотите работать с людьми, с которыми вам неприятно. И вы делаете свой выбор. Do you want to add anything to that one? No, I want to be around fun-loving people. So that's who I seek out, because that's who I am. Я знаю, что я хочу быть с веселыми людьми, с интересными людьми, и таких людей я ищу. И потому что я знаю, что я сам такой, и с такими людьми мне лучше всего. Now there is another question. Let me read it in Russian, and then I will translate it for you, okay? Okay. Вопрос. Где вы находите людей для интервью? So where do you find all those people to interview? Can I answer yet? Yes. Everywhere you go, you meet people. You look in the eye, decide if you want to know them, look for something that you can comment on it, and watch them go. Куда бы вы ни пошли, вы окружены людьми. Любого человека вы можете выбрать для своего интервью. Просто взгляните на них, взгляните им в глаза и подумайте, хотели бы вы побольше узнать об этом человеке или нет. И если ответ положительный, тогда скажите им что-то приятное. Может быть, вы заметили что-то в их внешнем виде или то, как они себя ведут или говорят, что вам понравилось. Не стесняйтесь, скажите им об этом, чтобы завязать контакт. Can I say something else? Yes. Every human being has a story that will take you to your knees if you just take the time to listen. Я хочу сказать одну вещь. У каждого человека в жизни история, которая вас просто заставит упасть перед ними на колени. У каждого человека такая история есть. Вы просто должны быть готовы и открыты выслушать эту историю, выслушать этого человека до такого глубокого уровня. Okay, that one is good. Let me see if there are any more. Кстати, для всех вас, участников, Том пообещал вам свои материалы. Мы работаем над их переводом, как только они будут переведены. Все, кто сегодня участвовал в мероприятии, получат копию того, о чем он говорил. Его статья про интервью за чашкой кофе и 7 принципов его жизни.
Tom, I just said, everyone, that we're translating your materials, and once we translated the materials that you promised them, they will get them as their freebie. Yeah. Do I have to say anything? No, that's it. Yeah, we'll get it to them for Лена, sure. есть ли у нас еще время на вопросы, или уже все? We have a couple more minutes, Tom, if Okay, you good. I want thought it was an hour and a half. So what do you? So we've got a few more minutes to keep talking? Yeah, she just said that we have 2 more minutes. One person asked about what kind of questions do you ask? I think that's Give it to me. important. I'll answer it. Вопрос такой: какие вопросы задавать во время интервью? There are no scripts in the interview. Я не использую никаких сценариев в своем интервью. There are just guidelines for you to learn how to ask questions from your heart. Имеются только общие принципы, и самый главный из них — задавать вопросы, идущие из сердца. Anything else? No, tell them that the 7 principles will be in that same report that we send with the copy shop interview, and we'll get that to them shortly. All right. Значит, Том сказал, что каждый получит вот эти 7 принципов вместе со статьей об интервью за чашкой кофе, и вы сможете эти принципы использовать в работе и в своих интервью. Я знаю, что некоторые из вас спрашивают материалы на английском. Мы посмотрим, что можно сделать будет, и не переживайте, так или иначе получите этот подарок, что Том пообещал. Have fun doing this. First and foremost, keep it fun. Очень важную вещь хочу добавить. Пожалуйста, относитесь к этому с легкостью и весело. Пусть это будет приятное для вас событие, эти интервью. Fire your brain, hire your heart. Увольте свой мозг и наймите на работу свое сердце. It works, I promise you. Я вам гарантирую, это работает. Tom, there are wonderful things that people are saying about your presentation. So it's just thank you and more thank yous and wonderful things that people appreciate about your emphasizing love and relationships in building the business. I think these people are really getting it and loving it. The beautiful part is it works. It does. All right. Well, I'm not sure how much time we've got, but let me ask Lena again. Yeah, I thought I had to wheel down at an hour and a half, but if you want me to keep going, I can figure out something else if you need it. Right. Hold on for a Ask the second. lady. Лена, есть ли у нас еще время или уже сворачиваемся? Well, Lena said that we are done, so I think there will be probably a conclusion of something sort. But anyway, thank you. Спасибо всем большое за участие. Do you want to say one last word? Yeah. I thank you so much for letting me be part of this. Now your job
is let me come over to Russia from the US and meet and help you all. I would love to do that. Спасибо большое за то, что дали мне возможность перед вами выступить. Теперь бы мне, конечно, очень хотелось, чтобы я смог приехать в Россию и встретиться со всеми вами и помочь вам, чем могу. Thanks a lot, everybody. Спасибо большое. Oh, I think we can sign off. Thank you, Tom. Go ahead and go. Yep.